Приветствую вас, дорогие мои рукодельницы, и это следующий шаг при вязании детского кардигана – это вязание левой полочки. Основные размеры данной детали: высота 42,5-43 см, затем от резинки до начала выреза проймы 24 см, от этого места, от начала закрытия петель до верха, должно получиться 13,5 сантиметров. Ширина здесь 18 сантиметров. И здесь оставшиеся петли это 11 сантиметров для плеча. Данная деталь быстро и просто вяжется. Схема здесь простая. При этом добавляется одна изнаночная петля для соединения со спинкой. Конечно, в процессе вязания ставьте класс к этому видео и пишите комментарии, как у вас проходит процесс вязания. Итак, берем спицы номер 4 для резиночки, 4,5 для основной части и приступаем. Беру пряжу, спицы номер 4 и итальянским способом набора набираю общее количество 36 петель. 35 петель набрано, и последнюю 36-ю обычным способом выполняю. Теперь вязание разворачиваю и выполняю вязание 4 рядов полой резинки. При этом первую кромочную буду снимать, а последнюю кромочную провязывать изнаночной. Первую снимаем и смотрим. Бугорка нет, петля лицевая. Провязываем ее лицевой. Следующая петля с бугорком, ее снимаем, при этом нить рабочая перед работой. И так далее. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Итак, выполняем вязание 4 рядов. Выполнив вязание 4 рядов полой резинки, далее переходим на резинку 2 на 2, при этом начинать будем с лицевых, и в лицевых рядах кромочные первую и последнюю я буду провязывать лицевыми, в изнаночных изнаночными. Первая лицевая, 1 лицевая, 2 петли поменять местами. Подхватываю лицевую, возвращаю. Первая лицевая, вторая лицевая, изнаночные 1, 2, 2 лицевые, первая лицевая, 2 петли поменять местами, лицевая, 2 изнаночные, 1, 2, провязываем ряд до конца. В завершении первого ряда 2 изнаночные, смотрите, лицевая, эту петлю я тоже провязываю лицевой, и кромочная лицевой. Вязание разворачиваю, второй ряд резинки 2 на 2, ряд изнаночный, первую и последнюю провязываем изнаночными, и дальше петли смотрим. Бугорки по рисунку провязываем изнаночными, бугорка нет, лицевыми. Итак, выполняем вязание 10 рядов резинки 2 на 2. Провязав 10 рядов резинки 2 на 2, далее я буду переходить на спицы номер 4,5 и провязывать уже узор полочки жакета. При этом, что хочется отметить, полочки будут у нас 2 симметричные, поэтому я буду провязывать сейчас левую полочку, покажу в начале ряда, как делать прибавку, и, соответственно, ее буду провязывать. А вторая полочка вяжется аналогично, только прибавка будет делаться в конце ряда. Левая полочка и прибавка делается в начале ряда. Будем поднимать протяжку и провязывать ее изнаночной. Поэтому кромочную первую здесь я буду теперь тоже провязывать в лицевых рядах изнаночной. Затем поднимаю протяжку
и провязываю скрещенный изнаночный. А далее выполняем уже узор. 2 лицевые для симметрии. 1, 2. 2 изнаночные. 1, 2. 2 лицевые. 1, 2. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2 и 2 центральные лицевые, 1, 2. Затем 16 петель раппорта узора провязываем еще один раз. В завершении первого ряда 2 лицевые. И смотрите, при вязании второй правой полочки здесь поднимите протяжку и провяжите ее скрещенной изнаночной. Соответственно, кромочную тоже будете провязывать здесь изнаночной. А у меня эта полочка левая, поэтому я кромочную здесь провязываю лицевой и затем вязание разворачиваю. Вязание всех изнаночных рядов при вязании полочки выполняются все петли по рисунку. Кромочная здесь изнаночный, бугорок изнаночная, бугорконет лицевая. Провязываем второй ряд полочки до конца. Третий ряд вязания полочки. Кромочная, изнаночная, 1 изнаночная, 2 лицевые для симметрии. Раппорт узора. 2 изнаночные, 1, 2. 2 лицевые на вспомогательную перед работой. 2 изнаночные, 1, 2. Со вспомогательной 2 лицевые возвращаю на рабочую, провязываю их лицевыми. 1, 2. 2 изнаночные, 1, 2. Следующие 2 изнаночные на вспомогательную за работу. Следующие 2 лицевыми. 1, 2. Со вспомогательной возвращаю на рабочую спицу и провязываю их изнаночными. 1, 2. 2 изнаночные. 1, 2. 2 лицевые центральные. 1, 2. 16 петель раппорта провязать еще один раз. Изнаночный ряд 4, все петли по рисунку. 5 ряд узора. Кромочная, изнаночный, 1 изнаночная, 2 лицевые. 1, 2. Теперь сам узор. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 петли лицевые на вспомогательную перед работой. Следующие 2 изнаночные на вспомогательную за работу. Следующие 2 лицевыми провязываем. 1, 2. Со вспомогательной возвращаем 2 изнаночные на рабочую спицу. Провязываем их изнаночными. 1, 2. 2 лицевые возвращаем на рабочую спицу и провязываем их лицевыми. 1, 2. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевые. 1, 2. 16 петель раппорта узора. Провязать еще раз. 6 изнаночный ряд. Все петли по рисунку. 7 ряд. Изнаночная. 1 изнаночная. 2 лицевые. 1, 2. Раппорт узора. 2 изнаночные. 1, 2. 2 следующие изнаночные на вспомогательную за работу. Следующие 2 лицевыми. 1, 2. Возвращаем 2 изнаночные на рабочую спицу. Провязываем их
изнаночными. Раз, два, 2 изнаночные, раз, два. Следующие 2 лицевые на вспомогательную спицу перед работой. 2 изнаночные, раз, два. 2 лицевые возвращаем на рабочую спицу и вяжем их лицевыми. Раз, два. Следующие 2 изнаночные, раз, два. 2 лицевые центральные. 16 петель раппорта провязать еще раз. 9 ряд, кромочная, изнаночный, 1 изнаночная, 2 лицевые, раз, два. 16 петель раппорта узором. В этом ряду перемещения не делаются. 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных, раз, два, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые, раз, два, 2 изнаночные и 2 центральные лицевые. После вязания 10 ряда далее смотрите по схеме. 11, 13 и 15 ряды провязываются точно так же, как мы с вами сейчас провязали 9 ряд. Затем 16 рядов у меня сейчас провязано, и после чего раппорт узора, начиная с 3 ряда, повторяется в высоту необходимое количество раз. То есть вот эти 14 рядов провязываем высоту. И я провязываю до высоты 24 сантиметра. У меня это получается как на спиночке. Общее количество 52 ряда. 52 ряда у меня провязано, и обе полочки выполняются практически одинаково, кроме вот этой крайней петли. На правой полочке она выполняется с этой стороны. И далее провязываем 30 рядов. При этом это левая полочка. Убавление петель для горловины будет с этой стороны. Для выреза проймы будет закрытие петель с этой стороны. И что я дальше буду делать? Здесь петли у меня будут провязываться изнаночными и убавляться. Эти 2 лицевые буду дальше провязывать. И этот элемент узор также буду провязывать. Рядов я здесь начинаю с первого, и первый ряд закрываем в начале ряда 3 петли. Первую снимаю, вторую провязываю, на провязанную опускаю, одну закрыла, следующую провязываю, на провязанную опускаю, вторую закрыла, провязываю, опускаю, третью закрыла. Далее провязываю до этих 2 лицевых включительно. Теперь 2 изнаночные на вспомогательную за работу, эти 2 лицевыми. Раз, два. 2 изнаночные возвращаю, провязываю их изнаночными. Раз, два. И далее провязываю до этого места все петли как есть по рисунку. Довязав до оставшихся 4 петель, будем делать убавление. После убавления всегда остается кромочная и 2 лицевые. При этом, смотрите, я провязываю петли бабушкиным способом, и у меня лицевая здесь расположена так. Поэтому я ее разворачиваю и эту петлю возвращаю обратно. Провязываю 2 вместе лицевой. 1 лицевая и кромочная тоже лицевой. Второй изнаночный ряд, все петли по рисунку. Третий ряд, в начале ряда убавляю 1 петлю, снимаю, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю. 1 петлю закрыла, и здесь убавления с этой стороны больше не делаются, а провязывается этот элемент в высоту. Поэтому провязываем до 2 лицевых включительно. Провязав до этого места, 1 лицевая, эта петля превращается у нас в изнаночную. Далее эти петли изнаночные
эти 2 лицевыми. Провязываем до 4 оставшихся петель. Здесь также делаем убавку. Одну петлю изнаночную переснимаем, лицевую разворачиваем, возвращаем петли на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. Лицевая и кромочная тоже лицевой. Вязание 5-го ряда. Кромочная здесь изнаночной, изнаночная. В этом ряду у меня еще перемещения не выполняются, поэтому провязываю до 2 лицевых включительно. Далее эту лицевую теперь тоже превращаю в изнаночную и провязываю до 4 оставшихся петель. Эти петли по рисунку как есть, изнаночные и 1 лицевая. Осталось 4 лицевые, 2 лицевые переворачиваю, возвращаю обратно, провязываю 2 вместе лицевой. 1 лицевая, кромочная тоже лицевой. Вязание 7-го ряда. В этом ряду у меня перемещение петель. Кромочная, изнаночный. 1 изнаночная. 2 лицевые перед работой. 2 изнаночные. 1, 2. 2 лицевые возвращаю. Провязываю их лицевыми. 1, 2. 2 изнаночные. Следующие 2 изнаночные на дополнительную спицу за работу. 2 лицевые. 1, 2. Со вспомогательной возвращаю 2 изнаночные. Провязываю их. 1, 2. 2 изнаночные. 1, 2. И 2 лицевые. Далее провязываю до 4 оставшихся эти петли изнаночными. И в этом ряду также делаем убавку, как в предыдущем. Подхватываю, переворачиваю, возвращаю обратно, 2 вместе лицевой, 1 лицевая и кромочная лицевой. И смотрите далее. Получается у нас узор провязывается в высоту, а здесь делаются убавки. Обязательно провязываем до 4 оставшихся, здесь 2 вместе лицевой и выполняем вязание далее. При этом, что хочется отметить, убавки я делаю только до 21 ряда включительно, то есть всего здесь с этой стороны будет 11 раз убавки. И провязываю эту часть с учетом схемы. Провязав 22 ряда и в 21 ряду сделав последнюю убавку, у меня на спицах осталось 22 петли общее количество. И далее я еще провязываю до 30 ряда включительно. При этом убавки с этой стороны я уже не делаю, а узор продолжаю провязывать по схеме. От начала закрытия и убавления петель всего я провязала 30 рядов. Итак, вязание сейчас у меня выглядит. А теперь все эти 22 петли закрываем. Закрытие петель выполняем следующим образом. Первую снимаем, следующую провязываем лицевой, на провязанную опускаем. Провязываем лицевой, на провязанную опускаем. Итак, выполняем закрытие всех этих петель. Выполнив закрытие петель, левая полочка у меня готова. Если возникли какие-то вопросы, пишите под этим видео на YouTube, ставьте класс к этому видео. А я сейчас эту полочку разложу на гладильной доске, зафиксирую иголочками, увлажню. И пока она будет сохнуть, я приступаю к вязанию второй правой полочки.